Глава МВФ заявила, что фиксируется постепенный отказ от использования доллара. Также она заявила, что пока не видит ему альтернативу. Вот какие вы видите альтернативы доллару и вот чем они должны быть закреплены? Смотрите, здесь же не только я вижу, здесь весь мир. Давайте я специально, вы сказали за главу МВФ, а я говорю за хозяина Kotak Mahindra Bank. Это один из крупнейших индийских банков. Так вот, хозяин его по фамилии Kotak говорит о том, что дословно: «Я искренне считаю, что крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар США. Все наши деньги находятся на счетах Ностра». Ну, есть такое понятие Ностра счет и Лора счет. Это корреспондентские счета нашего банка в их банке или их банка в нашем банке. Так вот, все наши счета находятся на счетах Ностра. Кто-нибудь в США может сказать, что вы не сможете снять их с завтрашнего утра, и все, вы застряли. Мир отчаянно ищет альтернативную резервную валюту. А в чем-то он не прав. Вот весь мир научен вот этими событиями, что хранить свои деньги в долларах странам опасно, потому что захотели Штаты — не дали деньги, захотели — дали, заблокировали — не заблокировали чужие деньги. И все страны это проецируют на себя, на свои экономики, на свои заработанные деньги, на свои запасы. И думают: нафига нам этот цирк? Ну как? Нам принадлежат наши деньги, заработанные. А мы должны спрашивать у кого-то, можно ли нам ими пользоваться. Более того, эти кто-то могут их забрать просто-напросто. И есть у нас такое выражение классное: «Нашим салом нам да помусалам». Так вот, в данном конкретном случае американцы своим подходом к блокированию по всему миру в различных ситуациях денег чужих, они этим салом себе по мусалам и заехали. И мир очень не хочет больше связываться с долларом. Вспомните, я как-то вам говорил о том, что не будет так, что раз завтра и доллара не стало. Это невозможно. Он сегодня занимает 2/3 мировых расчетов. Невозможно взять и очень быстро исключить 2/3. Но уже 2/3. А не так давно 3/4. А еще не так давно 4/5, 5/6 и почти 6/6. Ну, условно. И эта тенденция прет. Экономические и политические боссы не хотят играться с таким риском. Да, пока мир еще не придумал резервные валюты. Юань отчасти, но полагаю, что та же Индия, допустим, вряд ли захочет сейчас использовать юань в качестве резервной валюты. Там есть определенные, достаточно серьезные разбежности между этими странами. Ну и, соответственно, Китай рупию не захочет использовать. Но страны уже вводят взаимный оборот, собственные валюты, отказываются от доллара. И с этим соглашается Ближний Восток, которого вполне устраивает использование их собственных дирхамов или китайского юаня или индийской рупии. Почему нет? В отличие от Америки, валовый продукт и Китая, и Индии наполнен реальным смыслом. Это реальный продукт. Может, не самый хороший, но это реальный продукт, это реально построенные дома, реальные продукты питания, реальные механизмы. Это не спекулятивное ожидание, не выгода от спекуляции на бирже фондовой, как в Америке. Это не надутый долговой пузырь. И поэтому в этом смысле слова крупные игроки доверяют друг другу, потому что понимают, что и рупия обеспечена сегодня, и юань обеспечен сегодня. Я сомневаюсь, что резервная валюта сейчас назовут рубль. Вот сомневаюсь. Насчет евро есть сомнения, потому что все понимают, в какую сложную ситуацию поставлена заокеанским союзником европейская экономика. Все понимают, что последний отчет — это 7% инфляции с начала года. Все понимают, что это такое, чем она обеспечена, эта инфляция, и почему она имеет место. Поэтому мир, как правильно сказал этот банкир, индус, ищет сегодня вариации. Это точно не фунт стерлингов будет. Скорее всего, это не будет, хотя, кто знает, может быть швейцарский, что у них там, франк, по-моему. Может быть швейцарский франк, не знаю. Но все больше стран не хотят использовать доллар. И тем более в нем хранить свое. И у американцев не получится им объяснить, что, вы знаете, мы тогда да, а вот сейчас больше не, боже мой. Никогда больше так не сделаем. Все, доверие прошло. Не получится больше верить им в этом смысле слова. Поэтому, думаю, глава МВФ, в общем-то, аккуратно, но правду сказал.